Груз массой 20 кг лежит на полу лифта. Определите вес груза в следующих случаях. Лифт опускается либо поднимается равномерно. Второй. Лифт движется с ускорением 3 метра в секунду в квадрате, направленным вверх. И третий. Лифт движется с ускорением 3 метра в секунду в квадрате, направленным вниз. Груз массой 20 кг лежит на полу лифта. Определить вес груза в 3 случаях. Первый случай, когда лифт опускается или поднимается равномерно. Это лифт, это лежит груз. Когда тело движется равномерно, либо, согласно первому закону Ньютона, либо находится в состоянии покоя, равнодействующее всех сил, которые действуют в этот момент на это тело, равно нулю. Можем сказать, что вес тела и сила, которая реакции пола лифта на это тело, F, будут равны нулю. С какой силой тело давит на пол, с такой силой пол давит на тело, согласно третьего закона Ньютона, но эти две силы равны. Раз они равны, значит тело движется равномерно. Так можем для этого случая, это первый случай, равномерное движение. Тогда P будет равно сила. Чему у нас P равно? P у нас 20 кг умножить на G. Здесь возьмем ускорение G равно 10 метров за секунду в квадрате. Итак, этот случай говорит о том, что сила давления на пол, то есть вес самого груза в этом лифте будет равен m умножить на g равно 20 кг умножить на 10 метров за секунду в квадрате будет равно 200 кг на метр на секунду в квадрате. Итого будет равно 200 ньютон. Размерность килограмм на метр на секунду в квадрате – это ньютон. Это будет случай равномерного движения. Второй случай. Лифт вверх с ускорением А равно 3 метра в секунду в квадрате. Да, условие не написал. 3 метра. А равно 3 метра в секунду в квадрате. И вниз и вверх модуль ускорения одинаков. Так, получаем следующую картинку. Это у нас будет лифт, это у нас будет вес. Вот сила, которая поднимает вверх. Разница этих сил будет еще силой, которая создает ускорение для этого тела. Можем сказать, что F минус P будет равно ma, где A это ускорение, вот это 3 метра за секунду в квадрате. В данном случае сила F будет равна, переносим вес тела в эту сторону, P плюс ma равно mg плюс ma. Выносим m за скобки, чтобы легче было. Здесь g плюс a равно, итого 20 кг, множим на g, это 10. Размерность вынесем за скобки, плюс 3 метра за секунду в квадрате. Будет равно 13 здесь. Итого 260 килограмм на метр на секунду в квадрате. Это не что иное, как ньютон. Получается 260 ньютон. В данном случае, когда тело поднимается вверх с ускорением, весить его в лифте будет равно 260 ньютон. И следующий, последний случай, когда лифт опускается вниз, вернее с ускорением. В этом случае сила P, сила F. P будет больше, чем F. И она будет создавать вроде как ускорение по поводу этого. Поскольку она больше будет, разница будет равна ma. Мы можем записать такое уравнение P отнять F будет равно ma. Отсюда F можно посчитать. Переносим сюда F в эту сторону. Будет P минус ma равно F. Ну, поменяем их местами. Мы же ищем F здесь. Поэтому F равно P минус ma. Запишем P как mg. И F будет равно mg минус ma. Выносим, естественно, m за скобки. Получаем значение F равно m, а здесь g минус a. Теперь можем подставить значение, итого получим 20 кг, то умножится на 10 минус 3 в скобочках метра за секунду в квадрате. Размерности выносим за скобки, то получается 20 на 7, 140 кг на метр в секунду в квадрате, это будет 140 ньютон. Когда лифт движется вниз, с ускорением, естественно, тело будет весить 140 ньютон, когда его здесь весить. За счет ускорения. Только единственное, что ускорение так по модулю у нас одинаковое, что касается вверх, что касается вниз. Но при равномерном движении сила F будет равна весу, то есть 200 ньютон. Вверх двигать, естественно, будет тяжелее, 260 ньютон, ну а вниз будет полегче.